Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши замечательные комментарии, за лайки, за подписки. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Что от тебя скрыто, что скоро тебе откроется. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит есть смысл смотреть расклад. Один вариант. Расклад до конца есть смысл смотреть. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? О чем это? Так. Будем уточнять. Так, волк в овечьей шкуре. Это вы? Нет, скорее это вы подчинены, подчиняетесь или подчинялись какому-то мужчине. Ну, не обязательно мужчине. Давайте посмотрим, кто это в овечьей шкуре. Марионетка. Ну, не обязательно мужчина. Смотрите, тут почему-то такая какая-то ситуация описана, да? Как будто бы женщина, может быть, встретилась, ну, может быть, мужчину встретила, да, восприняла его как свою вторую половинку. Или же, в принципе, могла коммуницировать с какими-то людьми, соответственно, считала их родными, близкими. Может быть, считала, что у них какие-то одинаковые ценности, она с ними может разговаривать на одном языке. Вот тут как-то какое-то родство, может быть, душ даже считала. Но на самом деле потом вскрылась какая-то вот информация, что эти люди просто, может, пытались вас использовать. Тут карта марионетка, видите, вас как дергают за ниточки, и тут карта подчинения. К сожалению, то ли вы стали заложником какой-то ситуации. Видите, тут у человека вокруг шеи намотаны цепи. Карта подчинения. Ну, повторюсь, то ли заложником какой-то ситуации, то ли были очарованы какими-то людьми, да, а потом пришло какое-то, может быть, горькое разочарование. Причем так интересно, у кого-то тут вообще может быть связано это с вашей реализацией, то есть с карьерой, построением этой карьеры. Почему? Потому что тут карта мост и карта сад, социум. Может быть, вы планировали что-то с этими людьми или связывали прям свою жизнь, может быть, опять тоже свои какие-то там карьерные достижения с этими людьми. Вот как-то так. Причем эти люди, я не буду говорить, что они прям вот, ну, прям негодяи из негодяев, но тут, скорее всего, эти люди, когда им удобно было, да, они вам показывали одно обличие. Когда уже неудобно, вы особо, может быть, ну и невыгодны, да, тут как будто по-другому совсем они начали проявляться. Ангел и демон. То есть в одно время вы их видели по одному, в другое время как будто бы вскрылись их, вот, ну, истинное лицо вскрылось, да, кого-то. Хитрые люди, карта лиса и карта шабаш. Тут вполне возможно даже не один человек, а как, может быть, какой-то коллектив. То есть если вы где-то в рабочем коллективе, то опять-таки может быть какое-то вот такое разочарование у вас случилось. Из-за чего? Из-за того, что, ну, опять-таки, связывали свою жизнь, свое будущее с этими людьми, планировали что-то. Так, давайте. И вот эта карта, она так и называется, невозможно. Невозможно что? Невозможно вам найти как будто бы, ну или вы ищете, но не можете найти на данный момент прям единомышленников, людей, с которыми могли бы быть на одной прям волне, делиться всем сокровенным. Вот как будто бы отчасти даже желание найти этих людей, может, вас какие-то как сети толкнуло, может быть, доверились, может быть, знаете, не нужно как это, обольщаться, да, очаровываться для того, чтобы не пришлось потом разочаровываться. Но тут, похоже, у вас такая какая-то ситуация была. Так, павлин, это вы? И опять, вот смотрите, я спрашиваю, павлин, это вы? Павлин, это, скорее всего, какой-то мужчина.
Ну, тут, опять-таки, не обязательно мужчина. Тут у кого-то может быть какая-то даже женщина рядом с вами. Ваше какое-то окружение. Опять это из той же серии, эти волки в овечьей шкуре. Как будто бы очень много каких-то хитрых людей, которые показывают вам, правда, как от свое вот обличие, да, но вы не смогли это вовремя считать, истинных их не узнали. При этом почему-то вы от них как бы в зависимом состоянии. Ну, может быть, начальница, может быть, я уже не знаю, там какая-то коллега по работе, опять-таки. Павлин – это человек, который ставит себя на первое место, любит себя, холит, лелеет, но, может быть, где-то тут в сочетании с этим, в ущерб вам это как-то происходит. Не знаю, девочки, тут как-то какая-то такая интересная сегодня сигнификация. Так, солнце, это вы... По дьяволу. Кто это? Карта букет солнца. Шанс. Отчасти, может, это не очень приятно будет вам слышать, но по солнцу, солнце и дьявол, знаете, тут у кого-то прям, может быть, вы встретили людей, на которых хотели бы даже чем-то быть похожи. Может быть, даже эти люди, опять, они транслируют какую-то яркую жизнь, может, какой-то прям образ жизни, который, вам импонировал, до того времени, пока вы не увидели обратную сторону этой жизни, да, обратные каких-то проявления. Вот тут такой какой-то нюанс может быть. Опять-таки, на вас, если характеристика, вот, солнце яркое, тут отчасти как ребенок мне идет, слишком, может быть, доверчивая, слишком открытая какая-то. Вот тут прям как будто бы вы сами вот просились, извините, в эти какие-то сети. Нет, я не оправдываю никого. Тут какое-то сочетание такое. Может, вы настолько хотели шанса, допустим, если шанса на построение отношений опять с каким-то мужчиной, можно так это прочитать. По факту отношения, потеря не случились, не получились. Был, может быть, яркий какой-то роман, да, карта букет, это какой-то конфетно-букетный какой-то период яркий, но опять-таки, может быть, сексуальная зависимость, но это особо я не вижу, что к чему-то привело. Позитивному я имею в виду. И тут какая-то потеря у вас в вашей жизни. Может быть, потеря вот даже вот этой яркости какой-то на какой-то период времени у вас была эта яркость жизни, может быть, рядом с какими-то людьми, с каким-то мужчиной. Вы ощущали вот эту вот наполненность, опять-таки, желание жить, как будто все дороги открыты. Но почему-то сейчас вот такое состояние вот тут вот. Видите, девушка поддерживает руками тут как призрак, фантом мужчины, а мужчина в нее вцепился в горло. За этой женщиной еще один стоит мужчина. Это история о том, что отношения с прошлым, с бывшим, да, накладывают огромный отпечаток на ваше настоящее отношения с каким-то партнером, который у вас есть в настоящее время. Этот вот из прошлого мужчина, он как в горло вам вцепился, он где-то не дает вам даже, может быть, строить эти новые отношения. Тут какой-то такой вот подтекст. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Что от вас скрыто, что скоро вам откроется. Что от вас скрыто, что скоро откроется. Что от вас скрыто, что скоро вам откроется. Что от вас скрыто, что от вас откроется, что вам скоро откроется. Итак, смотрим, что от вас скрыто, да? Зависимость.
вас скрыто? О, бог ты мой, о чем это? Так, от вас скрыто почему-то карта состояния. Девочки, почему-то тут такое странное сочетание. Скрыто от вас, что вас, к сожалению, в вашем доме такое ощущение, как будто вы не можете наполниться, отдохнуть даже в этом доме. Ну, на данный период я так имею в виду. Когда вы открыли этот расклад, тогда и актуален, соответственно, этот расклад. Как будто бы тут какая-то хроническая усталость, и, к сожалению, вы даже не можете напитаться энергией, отдохнуть нормально вот в этом, вот в доме. Может быть, в связи с этим, девочки, я уже не знаю, может быть, тут карта зависимых отношений, зависимости. Это можно считать так, как будто бы вы даже сами себе не даете возможности отдохнуть, расслабиться, перезагрузиться. Может быть, в погоне за какими-то, вот видите, тут карта, это метафорические карты, женщина какие-то дары, да, вот пытается заполучить, собрать. Как будто бы вечная погоня за каким-то результатом, как будто бы вечно какие-то планы. И тут даже между строк, вот что от вас скрыто, что где-то вы сами себя загоняете в эти рамки, где-то сами себя загоняете опять в состояние хронической усталости. Может быть, обратить внимание нужно, пришло время обратить внимание на, там, уж не знаю, на свое здоровье, на режим сна. Элементарно, если даже у кого-то ремонт дома, да, или как это у нас часто бывает, хронический вялотекущий ремонт, да, постоянно что-то нужно, дом, или может быть близким нужна помощь, или вот в доме постоянно находится работа какая-то, то я вам хочу сказать, тут даже между строк такой вам совет, девочки, выбирайте хоть 20 минут, хоть полчаса времени, там в соседний парк выйдите, сядьте на лавочку, не обязательно там, ну, в идеале прогуляться хорошо, да, но вот даже вот сядьте на лавочку, присядьте, помедитируйте, просто передохните, если вы понимаете, там, ну реально, если это соответствует то, о чем я говорю сейчас, отзывается у вас. Правда, бывает такое, там, домой приходишь, и нужно и то сделать, и то, и успеть все, и ты сам себя загоняешь в какие-то, правда, эти рамки. Так, это от вас скрыто. Может, со стороны вы и не видите, и не замечаете, а оно уже как накапливается, и нужно же самим выходить из этого. Ну, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот, и вот это состояние, смотрите, дары вот эти, и тут карта плод, она отчасти как мистическая, да, магическая, мистическая. Тут история о том, что ты никогда в полной мере, к сожалению, не сможешь в полном объеме собрать этот урожай. Вот тебе пока хочется то, ты прикладываешь усилия. Ты этого достигла, не достигла, но тут новая какая-то цель. Тут нужно, допустим, ребенку на обучение какие-то средства. Тут нужно там ремонт сделать тот же самый. Тут еще что-нибудь. Как будто бы это постоянно, это ускользающее. Невозможно заработать всех денег, и невозможно прям все планы воплотить, какие бы вы ни хотели. Тут элементарно нужно позаботиться о себе, о своем здоровье. Так, это как будто бы от вас скрыто, или вы сами не даете отчет. Так, отшельник, обратный ход колеса, радость. Так. Отшельник скрыто. Ну, тут от кого-то скрыто, вполне возможно, ваша какая-то трансформация, которую вы то ли замечаете, то ли не замечаете. Тут карта отшельник, обратный ход колеса и радость. Если подряд это все прочесть, можно интерпретировать так, что, может быть, вы все больше и больше замыкаетесь в себе, или вам неинтересно даже общение со многими людьми. Сознательно выбираете это отшельничество, а сознательно можете уходить там, от общения, не обязательно даже веселой компании, в принципе, от общения даже с людьми, которыми раньше вам было интересно и находили в этот общий язык. Почему? Потому что у кого-то элементарно, вы понимаете, обратный ход колеса, может быть, у кого-то это нежелание в это прошлое возвращаться, уж не знаю почему, может, напоминание о чем-то там есть. У кого-то вы даже понимаете, я не хочу, мне уже не интересно, я переросла, допустим, или эту ситуацию, или этих людей.
обратный ход колеса, это как будто бы, знаете, ну, смысл, знаете, то ли буксовать, то ли на месте стоять, или из пустого в порожнее о чем-то говорить. Это история о том, что, может быть, вам уже не интересны эти все собеседники, а вы радость где-то, может, в другом месте ищете. Но тут такой, вам хочу такой еще подтекст. Понятно, никто никого не принуждает. Если вам не интересно с этими людьми, то, наверное, и не нужно общение это. Но другое дело, а находите ли вы замещение, какие-то источники радости? Тут об этом подумать нужно в полной мере. То есть, по идее, должен какой-то тут, ну, мне так кажется, должен быть то ли баланс, то ли, правда, искать действительно другие вот источники замещения этой же радости, наполнения этой энергии. А вот по этим картам, мне кажется, тут какие-то у вас, ну, не в полной мере вы находите, вы ищете или используете это. Опять-таки, что от вас скрыто, что от вас скрыто, рыцарь, нарцисс. Давайте, не могу понять вот это вот. У кого-то, если тоже подряд вот так вот, то есть прошлого какой-то мужчина, вполне возможно, у вас, если по этой карте там у вас может быть ссора была, расставание, разругались, прояснение отношений, то от вас скрыто то, что, допустим, вы воспринимали общение изначально с этим мужчиной и видели только позитив какой-то, радость от встреч с ним. А тут такой подтекст, если бы вы с ним подольше прокоммуницировали, или же вошли с ним в отношения какие-то более серьезные или длительные, то для вас бы скрылась какая-то про него правда. Тут карта нарцисс, что этот мужчина зациклен на себе, самовлюблен, такой самовлюбленный, да, и в принципе для него на первом месте он, да, тут как будто бы вы не в полной мере по нем владеете этой информацией для того, чтобы сопоставить для себя, вот как правда, если бы в каких-то серьезных отношениях, как бы он там проявлялся. Так, о чем это? Ну, вот две карты у меня прям выскочили. Ну да, это отчасти история о том, что если с этим мужчиной вы там создавали бы род, семью, он больше, ну тут как хитрая лисичка, он больше бы акцент делал бы на карта лестница. Свой карьерный рост, развитие, для него было бы это в приоритете. Он в полной мере вот на этом зациклен. Но в этом ничего плохого, но если хитрая лиса, это значит где-то же получается хитрость, это в ущерб вам. И тут карта, видите, солнце, он ярко солнце, это как человек, праздник, человек достигает желаемого, да, раскрытия дорог у него все было бы хорошо. А карта паутина и женщина в паутине. Вы могли бы в состоянии жертвы, вплоть до того, что рядом с этим мужчиной вы бы закрывали его потребности, служили ему. Нет ничего плохого в этом слове, но в данном вот контексте, в данном сочетании вы бы, знаете, может быть, полностью посвятили свою жизнь этому человеку. Может быть, первое время были бы счастливы и радостно вам было. Но потом, я думаю, вот для вас, это от вас скрыто, что рано или поздно вы бы, ну, задались вопросом, а моя жизнь, а этот мужчина, кроме себя, он кого-то любит еще? Ну, вот как-то так, девочки. Так. Это скрыто от вас. И что скоро вам откроется? Угу. Паутина, сети. Ух ты мой. Что ж тут такие магические карты? Угу. Так, давайте уточнять. Смотрите, вам скоро откроется какая-то полоса в вашей жизни, темная полоса, да, тут неприятности, вследствие которых вы, может быть, почувствовали себя, ну, как в западне, да, тут в сети попали, где-то к этому пауку какому-то,
запутались, не видели выход из ситуации. Как будто состояние, правда, как жертвы. Может быть, даже думали, боже мой, как я оказалась тут, как мне отсюда выход найти. Вот это какая-то полоса темная. Может быть, вы не видели даже, ну, не понимали, почему вы оказались в этой ситуации, да, скрыты были люди тут по черной кошечке, как будто в тени люди скрывались, которые где-то поспособствовали тому, чтобы вы оказались в таком состоянии. И тут скроется какая-то информация о том, что это даже не одна женщина, тут вполне возможно какой-то женский коллектив у кого-то. Ну, знаете, как какие-то гадости вам могли творить за вашей спиной. Даже не обязательно, ну, это не в открытую было, это как будто бы вот негласно как-то между собой. Там умалчивание, там где-то какая-то подстава, какая-то манипуляция, вот как будто мелочи какие-то, но это даже не одна женщина. Вот тут какие-то вот такие вот недомолвочки, вот и вам откроется скоро эта информация о том, что, к сожалению, какое-то ваше нересурсное состояние, или там, правда, вы были даже, ну, может быть, в каком-то плачевном состоянии, и эта полоса черная надлилась, и вы уже сами не знали, как с этого выйти, и тут вам скроется то, что это тут женщины какие-то постарались, помогли вам попасть в эту ситуацию. Так, причастие, приворот, бог ты мой, тут вообще не пойму сейчас. Так, нерешительность. Так, о чем это? Угу. Сейчас, девочки. Почему-то мне тут такую какую-то историю тоже обрисовали. История о том, что вот эта карта метафорическое причастие, слияние мужчины и женщины. Тут, как, знаете, восторг полнейший от знакомства с каким-то мужчиной. Тут может быть ощущение, вот я его встретила, ту самую вторую половинку, я такого, как он, не встречала, и вам казалось тут в эйфории, это все, это оно мое. Эти карты вот тут тоже подтверждают, это карта удача, правда, выделялся этот мужчина на фоне остальных из вашей жизни. Так, сердце, любовь, помимо любви сексуальное влечение тут еще. Но этот мужчина мог своим каким-то поступком, словом разрушить прям вот вашу связь, то ли ваше желание тут было велико построить с ним отношения, он как-то мог себя повести так, ну, разошлись и разбежались. Тут у вас как будто бы откроется вам, знаете, какая-то такая интересная, не знаю, у кого-то откроется. Смотрите, история о том, что тут приложили руку. Ну, тут прям, девочки, ну, как верите, не верите. Тут карта за глаз, да, видите, и тут карта приворот. И посередине карта медведь. Медведь – это карта ресурсного мужчины. Мужчина, который материально несет ответственность за кого-то, за что-то, вкладывается. То есть тут какая-то женщина, даже если вы не верите в магию, в ритуалы, обряды, тут в любом случае может пройти как манипуляция со стороны какой-то женщины, которая этого мужчину расценивала в большей степени как источник материального благополучия. То есть он для нее был очень ценен. И эта женщина приложила максимум усилий. Вот тут вот как будто за ним приглядывала, да, если мы отбросим в сторону этот магический какой-то подтекст. Тут контроль, приглядывание за ним, дабы он никуда не слинял-то, дабы его не увели. И тут карта приворот могла повлиять. Ну, у всех разные манипуляции, у всех разные методы воздействия. А вот тут она в полной мере вот как будто бы этого мужчину то ли удержала, если он был в семье, то ли как-то, ну, скажем так, поспособствовала тому, чтобы он
рядом с ней остался в любом случае. Так, как-то кукла. Так, это он тут. Ну и вот эти вот карты тоже. Тут история о том, что как будто бумерангом, знаете, тут как-то так вот оно, как будто бы вы по большому счету особо даже не могли на это повлиять, извините, потому что, может быть, у этого мужчины уже не первый раз такой какой-то сценарий в жизни проворачивается. И женщина какая-то, она по карте Лилия, она прекрасно как будто бы знает этого мужчину, отслеживает его какие-то поступки, поведение. Тут вот что-то так. И ну, где-то как будто бы, может быть, вы и не согласны с этим, понятно. Особенно, когда это больно, особенно, если там у вас, я видела, и любовь, и все, что хочешь было, да, и сексуальная зависимость. Но тут карта звезды — это расставание, расстояние. Где-то эти отношения, вы их наидеализировали еще. И почему? Потому что вы воспринимали его глазами ребенка, доверяли, были где-то излишне даже наивны и доверчивы. Опять по карте звезда, как будто бы это было даже прописано, вот это вот расставание с этим мужчиной, это было неминуемо. Но благодаря этому, вот даже благодаря этому, для вас плюс какой, вы из ребенка превратились по карте сила в женщину, которая может тут приручить, по идее, и льва, тут лев лежит у ног ее. Но в первую очередь, девочки, это работа над самой собой. Вы стали лучшей версией самой себя, раскрыли свой какой-то потенциал. Может, это вас подтолкнуло опять к улучшению себя, во всех смыслах, да. Вот тут вот такой какой-то подтекст. Это вот вам скоро это все откроется. Так, вот эти карты. Кукла, нерешительность, подарок. Ну вот даже в контексте того, что я сказала, да, вы могли, если бы там все сложилось как-то, да, вы могли стать, видите, мужская рука и тут женская фигурка, да, и она ее как в золотую клетку сюда вот как пытается поместить. Карта кукла. Та, которая вы были, да, извините, там, может быть, по-детски наивная, доверчивая, опять с какими-то характеристиками такие. Вы легко довольно-таки поддавались на манипуляции, особенно если ты любишь, ты много вообще не замечаешь. И, может быть, какая-то роль, которую там вы себе придумывали, да, она абсолютно не соответствовала действительности. Там, если там вы любили, вы, может быть, воспринимали этот мужчину как мой равный партнер, там, и, соответственно, вы его любите и надеялись, что и он к вам точно таки испытывает эмоции. А тут вам говорят, что вам скоро может открыться история о том, что если бы вы остались с этим мужчиной в каких-то отношениях, то это были явно не партнерские отношения. И этот мужчина мог бы вами легко манипулировать и как куклой, да, играть. А для вас вот где-то это даже выход. Выход, вот тут карта нерешительность, а тут карта подарок. Может быть, даже это воспринять вот это все, что с вами случилось, это как если вы сами не решались там изменить свою жизнь там к лучшему, рискнуть, то вам даже благодаря вот этой вот ситуации, вам как будто открываются двери перед вами, у вас какие-то появляются возможности для реализации самой себя. Другими словами, к вам как дают, не знаю, как вам сказать, может быть, шанс даже изменить свою жизнь к лучшему где-то. Карта подарок, улучшить. Опять где-то жизнь как с чистого листа. Вы как будто бы взаимодействуя с этим мужчиной, даже такое болезненное взаимодействие, но по большому счету вы изменились. Вы стали уже новой личностью. То есть и для вас вот уже эта нерешительность в сторону, все. Отбрасываем, да, пора уже время, да, начинать жить с чистого листа, счастливо. Это как подарок какой-то волшебный вам даже судьба преподнесла. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.